Ребята, всем приветик. Я такая молодец, Пересадила хою наконец. Наконец-то пересадила хою. Короче говоря, на хое все не остановилось. Учитывая то, что мне сейчас предстоит бежать покупать букет, я иду на день рождения, и мне надо спешить. Ну как же не пересадить парочку орхидей, девочки? Как же не пересадить? Так, девчонки, все, я просто с ней хожу здесь по лоджии, не знаю, куда ее приспособить. Вот хожу, не знаю. Она у меня висела на моей хоечной стене, там, где мелколистные хои. Теперь не знаю, куда ее поставить. В общем, это потом я решу. Главное, чтобы она тут не упала у меня. Не чебурахнулась, как говорится. Надеюсь, не чебурахнется. Потому что вообще нема места. Нема места. Это, кстати, хоя интересная, но я ее засушила. Она у меня как гербарий. В общем, девочки, здесь у меня бардачелло, я пересаживаю орхидеи. И сейчас многие скажут, что «Вау, зачем ты так делаешь?» Я малышей пересаживаю в палагром. Ну, не знаю, так мне захотелось. Идемте посмотрим, что я вытворяю. У меня сегодня настроение вытворять. Так, девочки, шутки в сторону. У нас сегодня грандиозные планы на вечер. Поэтому надо быстренько что-то сделать. И вот уже я начала без вас делать это. А конкретно освободила вот эту красавицу, красивую орхидею. Это знаете кто? Джозеф Ву, теплица. Афродита, это Афродита Формазана. Боже, у нее такое имя там прям вообще. Короче говоря, я ее пробрызгала корнеобразователем польским, который содержит микоризу. Вот так я сделала. И я сейчас буду садить ее, высаживать после влагоемкого компонента мха. Вот такую красоту. Так, тут, кстати, какая-то чернота. Я не пойму, что это за чернота. Я немножечко так ее... Ну, это такое что-то от мха. Вот это ее детское место, я называю. Можно его срезать. В общем-то, я его уберу. И буду, как мне сказали, вы что, после мха, девчонки, подметили, высаживайте орхидею в такой вот субстрат. Как же она своими корнями там, бедная, будет жить? Девочки, будет жить. Этот компонент не менее влагоемкий, чем этот мох. Поверьте мне. Поверьте моему опыту. Небольшому, но опыту. Эти шарики плагрона, обожженная глина, пористая. Она очень хорошо вбирает в себя влагу и потом очень хорошо ее отдает корням. Растение дышит, и корни не пересыхают. Вот так вот. Даже можно сгноить корни в этом невлагоемком якобы компоненте. Я его хорошо промыла. У меня целый мешок. Я вам показывала этот мешок. И, в общем-то, я из мха пересажу вот эту малышню. Так, я возьму, конечно же, небольшой стаканчик. Этот совсем маленький. Ну, совсем. Я возьму побольше. Ну, а этот очень большой. Единственное, что мне не нравится, что мягкие стенки у этих стаканчиков. Так, не пугайтесь. Орхидеи в этом компоненте очень неплохо растут. Кто-то берет и смешивает с корой компонент этот. Все можно выдержать. Целый день тишина. И только у меня поперло со всех ушей творчество. У них тоже, видно, поперло. И начался ремонт. Девочки. Вот так берем и засыпаем. Видите? Проще простого. Орхидейкам нравится. Всяким жучкам, паучкам не нравится. Орхидейки неплохо растут.
Вот смотрите, я вам уже много раз показывала. Вот так на срезе это выглядит. Такая пористая структура, вбирающая влагу и отдающая потом с удовольствием цветочкам, корешкам. Растение дышит, живет, реанимируется, подрастает. Но я буду перекрикивать вот этот, как он называется, девочки, как вот это вот, которое постоянно дрелят, перфоратор. Я сегодня буду перекрикивать на видео перфоратор. Буду соревноваться, кто громче, я или перфоратор. Короче говоря, вот так это будет выглядеть. И я думаю, что все будет окей. Главное, не забывать в поливочную воду добавлять вкусняху, удобряху. Потому что это неорганический компонент и со всеми вытекающими. Так, вот здесь. Тут можно было бы еще оставить, просто поменять горшочек. Но я хочу все же высадить. Видите, сколько много мха и мало корней. Корней немного. А, вы спросите, кто это? А ты кто? Боже, нету здесь бирочки. А кто это, девочки? А, это Мартин. По-моему, Мартин. Такая орхидея, похожая на сапфирчик. Попробуем ее выращивать тоже. Перфоратор. В неорганическом компоненте. Вот листик. Ничего страшного, девочки, все нормально. Посмотрим на результат. Я не думаю, что он будет плохим. Я не перевожу прям все орхидеи в неорганический компонент, но те, которые... Сначала я переводила те, которые вообще вот без корней, без надеги. А смотрите, какая интересная история здесь. Это вот такая вот длинная шейка у него. И вот такие вот, видите, короткие корешки. Они отрастают и куклятся, отрастают и куклятся. И видно листики. Прям таки назову сегодня видео. Пересадка с перфоратором. Видите, как интересно. Почему он так себя ведет? Куклит корни. Видите, нету вот какого-то... Вот эти подлиннее, но они все вот закукленные. Что-то ему здесь не нравилось. Вот он как-то наращивает их кучей. Так, ну что я ему... Какой я ему горшок предложу? Это маленький стакан для него будет. Этот большеватый. Ну что, предложим ему... Сделаем ему предложение в виде большого стаканчика. На дно насыпем. Вот так вот, да? Разложим. Девочки, в обморок не падаем. Засыпаем. Вы понимаете, на день рождения ж спешу, надо ж побыстрее. А это самый быстрый вариант пересадки. Самый приятный из всех. Хотя я люблю и в коре повозиться, с корой поработать, и с мхом. Мы сегодня пойдем у кафе. Не кафе, а в ресторан, в котором мне нравится быть. Там очень вкусная кухня. Ребята ответственные, делают отличный шашлык. Овощи на гриле. Сейчас я вам нагоню тут аппетит. И там по отзывам неплохая пицца. Слушайте, это какой-то ужас с этим перфоратором. Ну, люди пришли с работы пораньше. Сегодня короткий день. И... О, смотрите, как я его здоровски посадила. Вот будет интересно посмотреть, как у него начнут расти корни.
О, совсем другое дело. Сразу такой взрослый, взрослый, взрослый. Так, ну что, кто у меня еще претенденты? Так как у меня плагрон уже закончился, и мыть мне еще неохота, тогда этих красавиц... Девочки, у меня случился казус с моей этой сукой. Она упала на кактус. Видите, что творится? Ну, прям чебурахнулась. Я поливала хои, орхидеи. Короче, я ее как-то нечаянно задела, она вывалилась и упала на кактус. На следующий день я увидела вот такое, я подумала, что это что-то случилось. Я забыла про кактус. Я думаю, что же это случилось? А потом до меня дошло, что это кактус. Вот, кстати, тайсуку я буду, девочки, пересаживать обязательно тоже вот в плагрон. Потому что старшая растет неплохо в плагроне. Пока нету корней, но начала растить листик. А сейчас вам я ее покажу, и давайте мы ее тоже пересадим. Только я вот не знаю, у меня нету нормального, это сильно большой стаканчик, у меня нету хорошего стаканчика для нее. Ой, да, бывает и такое. У меня вот эти большие уже закончились. Это для нее будет слишком большой стакан. У нее нету столько корней. Она в 1,7. Так, вот так вот. Поснимали видео. Так, кто у меня здесь еще? Кстати, ароматная, прикольная. Скорее всего, парфюмерная фабрика. Арома 68. Очень вкусно пахнет. Мне вообще такая, как бы, я с таким прицелом, что я их всех хочу, вот эту малышню всю в плагрон посадить. Так, Dream Diamond. Как лучше с ним обойтись? Плагрон или лучше кора и мох? Девочки, не знаю. Насчет этого красавца надо подумать. Так, и вот у меня еще один претендент. Уже горит, тушить нечем. Я его полила. Я его даже вытянуть не могу. Это калейдоскоп Пилор, который у меня цвел бесконечно долго. Обалдеть. Вот это что девчонки мне и говорили. Говорит, Аня, а как ты будешь потом вытаскивать его с этого стакана? Девочки, я не знаю. Я его сейчас намочила. Мох забрал. О, вытащила. Все забрал. Вот он. Что? Я не могу прочитать. Калейдоскоп, короче, 3517. У него такая корневая тонкая, ну, 100% он пойдет, как и сапфир, вот в такой горшок с корой и с мхом. И это мы сейчас сделаем. А насчет этих немножко поторможу, пускай еще подцветут. И решение по ним приму позже. А здесь просто катастрофа. Смотрите, растущие корни. Девочки, ну я не могу закончить съемку, потому что я спешу на день рождения. Ой. Мне надо срочно пересадить. Иначе, как говорит моя мама, день прошел зря. Та-ра-ра-ра. Видите, что творится у него? Слушайте музыку перфоратора. Уберем цветонос. И, кстати, в чате нашего дома никто не предупреждал насчет работ. Сейчас я посмотрю. У нас в чате всегда предупреждают, что извините, мы немножко пошумим. Сейчас, девочки, я зайду в чат дома и посмотрю. Нету предупреждения по поводу ремонтных работ. Вот так, вот и все. Мало ли у кого-то ребенок спит, обед.
Так. Вот тут вот корни сухие, я вижу. Я их пообрезаю. Вот сухарики, краешки. Удивительно, но очень интересное растение. Очень любит пышно цвести. Я по опыту сапфира хочу ему предложить посадку органическую. Не думайте, что я прям тут всех в плагрон помещу. Не всех. Я хочу, чтобы он показал свою мощь. Он и так в размере 2,5 тут меня удивлял. Но меня еще удивила его тонкая корневая система. Что, девочки, перфоратор замолчал, аж прям стало так спокойно на душе. Та-ра-ра-ра. Мох у него такой прямо... Сколько корней. Рыхлый, хорошо выходит. Видите? Очень хорошо выходит. Ну, корни прям вижу... Хорошо наросли у меня уже. Не знаю, как вам на видео слышно. Меня уже этот перфоратор раздражает, ужас как. Девочки, это будет допоздна. Вот у нас слышимость в наших этих многоэтажках. Это вам не частный дом. Тут в ремонте участвует весь подъезд, вся парадная. В Одессе не подъезды, девчата. В Одессе парадные и не мусорки, а альтфатеры. У нас так. Мы особенные. Так, смотрите, вот тут вот есть корни. Плохие кончики, плохие корни. Надо все это обрезать. Вообще можно вот тут ствол подрезать частично. Но тут вроде хорошие корни, чего его подрезать, да? Так, лист тут немножко такой желтоватый. Ну, ничего страшного. Сбросит. Вот тут, кстати, новый листик растет. Я почему и решила его пересадить, потому что, во-первых, в этом букале он уже, ну, прям ужас. Во-вторых, активный рост корней. Корневая, девочки, такая тонкая, прям вообще, как, знаете, вот это спагетти. Спагетти. Вообще обалдеть. Все. Давайте мы его вот так вот. Чтоб ни ему, ни нам ничего не приснилось. О! Так, теперь надо подготовить. Это лишнее. Нам здесь оно не надо. Мы сейчас будем высаживать в этот горшочек. Ну, у нас должна быть кора и мох. Живой мох. Живой мох. Так, сейчас достану кору. Мох есть. Так, у меня здесь есть такие прям большие коринки. Ну, прям для его корней прям слишком большие куски. Надо поменьше. Я вот так расположу их. Так. Так, а ну давай, красавчик. У него часть корней растет вверх. Надо ее туда направить, в горшок. Боже, сколько у него корней, девчонки. Ужас. Ужас и кошмар. Так вижу, что даже я неправильно сделала. Надо сначала его туда засунуть, а потом корни все туда вправить. Вот, вот так лучше. Так, девчонки, отодвигайтесь. Во, вот это другое дело. Так, где мой... О, пинцетик. Сейчас прям так их расправлю. Вот. О, удивительно. Ну вот его в открытой системе рискованно, например, оставлять, мне так кажется, из-за того, что у него очень тонкая корневая.
Вот так вот я сделаю. Посмотрим, как ему эта посадка зайдет. Как он будет нас, калейдоскопчик, радовать. Но мне кажется, что он неприхотливый, девчонки. Ну, так мне показалось, по крайней мере. Что он не будет делать нервы. Ой. Не хочется ничего прижать. Ну, как-то так, да? Надо фитили сделать из мха. Тут уже не поймешь, где там те шапочки. Ой, как-то он однобоко у меня. Мох прошлогодний. Надо будет этой осенью заказать еще мха. Сейчас жара спадет, начнутся дождики, прохлада. Думаю, новая партия мха в Карпатах нарастет. Вот тут я зеленые шапочки нашла. Вот в эту сторону. Надо шапочками вверх, а тут не пойми, как что получается. Уже как получается. Девочки, знаю, любят посадки, пересадки, да, девочки, повозиться. Я тоже люблю. Тоже смотрю у девочек пересадки. Фух. Ну что, надо ему, может, побольше мха, раз он такой там с тонкой корневой. Мне тут порассыпалось. Я хочу туда пониже, чтобы потом доставала до низа, вот так вот, до водички. Воду буду наливать и будет хлюпать водичку. Так, что тут у нас по коре осталось? Я тут рассыпала. Ага, есть мелкая. Я думала, уже мелкая. Нет, есть вот такая вот фракция здесь у меня. Там. И главное, чтобы он закрепился за эти коринки. У меня там, я же вам говорила, у меня запас коры этой голтованной. Я сегодня, как глянула, думаю, ого, приличное количество еще, приличное. У меня кондиционер включился за окном. Еще гоняю кондиционер, девочки, когда солнце здесь поворачивается, жарковато. Хоть на улице уже не жарко, но в квартире жарко. Ой. Так, девчонки. Выбираю коринки. Боже, что-то, видите, посмотрите, насколько по времени посадка меньше времени занимает в этот флагрон, чем вот эта кора и мох, да? Насколько, да, вот, и там взял, насыпал и забыл. И все, они просыпались, шарики, и все, и готово. И сколько мы здесь уже возимся. Вот так вот. И плюс здесь, в принципе, никакой тебе живности, ничего. Да. Но все переводить орхидеи на этот компонент, как бы желания такого нет. Прям, знаете, вот прям всех перевести. Вот корни видно по низу. Может, я их плохо расправила, но ничего. Они там сами потом пойдут куда им надо, порасправляются. У него такой, ну, тургор есть хороший. Я его немножко пересушила. Нашла его в таком состоянии, слегка пересушенном. Хотя недавно поливала. Вот так вот, пойди его определи. Так, от шеи подальше, подальше от шеи. Так что вот так, друзья мои. Спасибо вам за то, что были со мной. Мы с вами сегодня сделали пересадку 3 орхидей.
Вот смотрите, как у нас получилось. У нас получилось плагрон, кора, мох. И все системы закрытые. И надеюсь, что все будут нормально расти, радовать. А мы будем радоваться, наблюдать. И вот на перспективу вот эта компашка тоже. Тоже надо снять мох с корней. Я куплю, наверное, такие, знаете, стаканчики вот такого плана, только из твердого пластика. Потому что когда вот так берешь в руки, и вот кажется, что сейчас ты раздавишь все корни. Слишком мягкий вот этот одноразовый стаканчик. Надо такой пластиковый. Но это временные посадки. Потому что если начнется хороший рост корней, то я думаю, через год уже надо будет искать новую тару, большую. Ну, а там посмотрим. Все, друзья мои, всех обнимаю. Всем всего самого наилучшего. Любуюсь вот на эту малечу. Такой аккуратный, такой ароматный. Листики такие красивые. Прям вау-вау. Арома 68 мне очень понравился. Если он будет цвести пышненько, как мультифлорка, это будет вообще замечательно. Ну, тайсука сама собой, если бы она еще не приземлилась на вот это, на кактус, это ж надо было, не испортила себе лист. Что-то мне с тайсукой Анной прям не везет. Первая развалилась, ну, процвела стандартом. Вторая чуть приболела, но сейчас после переезда в плагрон нормально растет и цвела хорошо, красиво. Так что это действительно тоже поедет в плагрон. Это уже без разговоров. Только надо хороший горшочек ей подыскать. Корней уже. Вон, в росте корни. Все, девочки, следующее видео пересадим вот эти 3 малечи в новые горшочки. Вам я желаю всего только самого наилучшего. Главное, мирного неба, крепкого здоровья, благополучия. Всем обнимашки. До встречи в новых видео на моем канале. Жду вас в комментариях. Пока-пока.